Всем привет, это «Быть инди». Я пообщался с VFX художником Александрой Рубан, которая занимается эффектами в жанре Match 3, и попросил поделиться о своих впечатлениях топовых игр в этом жанре. Какие особенности были подмечены? Да, у Playrix много хитовых игр, но мы взяли только одну их игру Gardenscapes, чтобы от каждой компании по одной игре рассмотреть. Так что, кто будет ждать Homescapes, простите. А еще я произнесу очень много раз слово FX, настолько часто, что сам от этого утомлюсь и начну это слово заменять на эффект. Пестрая, эффектная и яркая игра, но в общей ровной палитре. На геймплее фишки, бустеры, блокеры и другие элементы смотрятся гармонично, не смешиваются в одно целое. Во время игры игрокам понятно, какие фишки матчить, да еще чтобы и быстро, не задумываясь и не присматриваясь. Есть контраст, но он ровный, и мозг фрагменты распознает и понимает. Действительно решающую роль в подаче визуальной части сыграли акценты светотени. Это важный финальный штрих одного блика и тени, который станет решающим для жизни продукта на рынке. Достаточно приятно играть, так как процессы в игре происходят относительно быстро, мягко, придерживаются законам физики. Поэтому можно успеть рассмотреть происходящее. FX приятный глазу, но много крупных деталей UI, поп-ап, звездочек в появлении и получении наград, размер и количество. Достаточно навязчиво воспринимается такое количество партиклов в UI. Цвет и тон игрового поля достаточно темные, чтобы FX смотрелся ярко и без засветов, что очень выигрышно смотрится. FX разрушений всех предметов на поле создан с передачей ощущения, что будто к игроку летят кусочки, но и просто вниз падают. Осыпаются быстро относительно своего веса. В FX разрушений очень максимально детально проработаны расколотые фрагменты, и при таком количестве хорошо просматривается это, что вызывает приятные чувства. У фишек разделяется вид. Книга, корона имеют объем, а лист-щит плоский с выпуклой поверхностью. Передвижение фишки быстрое, но имеет некоторую паузу в виде анимации уменьшения фишки, что дает осознанность игроку свое действие. Разрушение выполнено в максимальном минимализме с наименьшим количеством FX текстур, и детали разрушенной фишки очень детально прорисованы и с падающей тенью. Летят кусочки фишек достаточно долго и имеют разлет в одну клетку с каждой стороны. Тут уже игроку напрямую говорится, что разрушилось, и посмотри на цвет кусочков, запомни их вид и насладись. Такой метод навязчиво привязывает к игре, а также идентичный FX разрушения дает понять игроку, что эти фишки – инструмент для создания бустеров, чтобы быстрее пройти уровень. К тому же, простота и универсальность FX позволяет его использовать для всех фишек или неглавных элементов на поле. Это восприятие игроком подсознательно положительно оценивается, и он уже для себя неосознанно создает причинно-следственную связь по типу матч и FX, значимое и незначимое, так как данный FX он уже знает. Дополнительно, такая универсальность облегчает игру технически. Чем меньше дублей и с меньшим количеством FX частиц, тем быстрее и эффектнее будет проигрываться FX в игре. Создание ракеты происходит, когда необходимое количество фишек сводится в одну клетку, то вместо фишек сразу появляется FX лучей и вращение ракеты вокруг оси. С появившимся позже FX вихря и FX появления стандартный и больше звезд. Такой тайминг для того, чтобы ракета стала на клетке одновременно с разлетом звезд от FX вихря с остаточной по инерции анимацией вращения и баунса. Большая редкость подобного жанра игр, когда ракету качественно пририсовывают для FX. Во время движения учтена синхронность и относительность. Когда ракета летит и кончиком уже задевает элемент, то в этот момент активируется разрушение фишки, бустера и так далее. Такая мелочь воспринимается как что-то вполне естественное, и игрок уже воспринимает эпизод как что-то жизненное, близкое. Ведь в жизни так и бывает в движении. FX огня из турбины яркий, со спарклами, без классических и приевших языков пламени, в конце которого по спирали дым желто-рыжего цвета и партиклы звездочки. Все вместе создает казуальный и легкий стиль. Пропеллер. Появление FX появления стандартный и больше звезд, с вращающимися пару раз лопастями. Разрушение происходит по кресту. FX пламени, распространившегося по направлениям, полет пропеллера с быстро вращающимися лопастями в рандомном направлении. Точка прилета FX взрыва яркой вспышкой с искрами. Бочка TNT. Появление FX стандартный и больше звезд, с вращением вокруг своей оси и появлением надписи TNT. Активация – это FX мощный огненный взрыв с лучевыми искрами и моментальным разрушением фишек. Радужный шар. Появление FX стандартный и больше звезд. Активация FX происходит быстро, активно, мощно. Быстрое вращение шара, сплющенный по вертикалям, указывая на то, что так быстро вращается, что создается давление на него со стороны. FX увеличивающихся из центра колец с лучами, затягивающимися в центр.
В этот момент вылетают огненные лучи по прямой с электрическим разрядом на фишках одного цвета. Шар взрывается вспышкой и свечащейся волной. Комбо-бустеры, блокеры. Очень эффектно и интересно реализована подготовка перед тотальным взрывом. Комбо бустеров и сам FX взрыва более массивный, насыщенный, много огня и эффектности. В придачу к самому FX взрыва падают осколки разрушенных фишек, блокеров. Это воспринимается как классная картинка, и нет навязчивости, утомленности, просто приятно смотреть. Над простыми фишками не особо заморачивались, а больше дали анимационный акцент на блокерах. Появление и получение наград теряется на фоне замка и иконок по бокам, смотришь одновременно везде. Падение на поле фишек каскадное и притягивает внимание, не затянута и учтена инерция. Лично меня задержало в игре то, что FX и элементы в них прекрасно прорисованы. Не нужно ждать процессов на поп-ап, получения наград и анимации UI элементов. Игра затягивает персонажем и экстремальным сюжетом. Арт прорисован отлично с учетом нужных акцентов, но глаза устают. Все же есть перебор в насыщенности. По яркости и гамме очень схожая с Royal Match, но отличается мультяшностью в анимации в стиле Диснея. Но отличие в том, что в данной игре четкие акценты, которые цепляют, размыты и картинка в целом смазывается. Кусочки разрушенных предметов тоже смазаны, так как нет акцентов блика и тени. В динамике учтена сила гравитации с весом и тоже эффект на зрителя. Игра вроде и яркая, но яркость и контраст в виде одного мазка кистью не применен, из-за чего детали многие просто не читаются. При открытии геймплея интересно появление персонажей, в зависимости от сюжета данной сцены. Фишки. Передана текстура пластика или твердого предмета, в котором не применена желейность, а наоборот вес. Разрушаются в небольшом количестве частиц. Видно, что передать матовость материала хотели, но даже у матовой поверхности есть яркие точки. Фишки имеют объем, значит должна быть и максимальная точка вершины, где и имеется яркий акцент, что блика, что тени. Бустеры. Появление стандартное. FX вращение бустера с вихрем и партиклами в конце. Разрушение бустеров. У бомбы FX взрывов без огромных вспышек и колец, а просто небольшая вспышка фейерверк с искрами. Не перекрыт разрушенными деталями от предметов, плюс они ярче и эффектнее выглядят, благодаря темному фону на геймплее. Ракета. Здесь тоже учли разделение ракеты на две части, но почему-то не задали им искажения при быстром полете. FX огня из ракеты прост, по прямой и без движения по спирали, а звездочки как раз и задают необычность и казуальность, смотрится забавно, необычно и мультяшно. Бустеры комбо имеют необычную подготовку перед разрушением, как будто комбо создает особую реакцию между матчем бустеров. Сам же FX довольно-таки внушителен и стимулирует повторить подобное, чтобы заново посмотреть. При сильном взрыве идет подергивание игрового поля от взрывной волны. Цвета, динамика и яркость учтены с большим привлечением внимания. Но очень при этом хотелось добавить в конце эффекта остаточный FX для большего наслаждения над увиденным. Две ракеты все так же, как в обычном разрушении, но на месте пересечения вертикальной и горизонтальной FX вспышки с кольцом и немного искр. А вот бомба и ракета, 3 ряда горизонтально и 3 вертикально, долгой подготовкой вращения между собой со свечением. FX взрыва огромная вспышка с лучами в комбинации с FX ракет создают за счет звезд ощущение праздника. Но вот детали разрушенных предметов почти незаметно, также хотелось бы остаточного эффекта в конце. Цветной шар. FX вспышки необходимого цвета со звездочками в конце как остаточная. Лучи FX прямые, светящиеся, с FX небольшого количества спарклов на фишке, которую нужно разрушить. Блокеры имеют физику и динамику, учтены физические данные частиц, благодаря которым и задается скорость падения кусков. При большом количестве блокеров создается впечатление, что смешано в кучу и распознать детали сложно. Тапы. Создали активную реакцию на касание с поддергиванием и подпрыгиванием. UI. Получение и полет красивые и интересные, но теряются на ярком фоне игры и иконок. Кнопки прикольно активируются партиклами, но их количество, как по мне, преувеличено. Показано участие и эмоции персонажа на геймплее с игроком. Поп-ап ярко, очень много деталей мелких, разбегаются глаза, и при желании что-то выбрать выходишь, так как в глазах калейдоскоп. Динамика падающих элементов резкая, то есть падение происходит не каскадом, а ряд за рядом в линейной форме, но с инерцией подпрыгивания. Игра для меня лично затягивает тоже, но быстро замыливает и утомляет глаз, как в Royal Match. Игра флетовая, простая, легкая, плавная по динамике, мягкая, и этим, скорее всего, берет игрока. Цветовая гамма приглушенная, без резких цветовых переходов и острых углов у объектов.
В этом матч 3 решили практически не применять FX и анимацию разрушения предметов. Ничего не ломается и не разбивается, а фишка просто исчезает с легким FX спарклов при матче. Если все же должно разрушиться что-то, то анимация простая, из нескольких деталей и без FX акцента на разрушении. Все FX упрощены и минималистичны, а анимация очень плавная и мягкая, без резких действий. Возможно, разработчик игры рассчитывал на аудиторию подростков, потому как такой подход к цветам и анимации, где отсутствуют разрушения, и резкие движения применяются для детского восприятия. Бэкграунд и фон игрового поля слишком светлые, чтобы на нем применить FX со свечением. На выходе получаются все FX пересвечены и плохо читаются, а вытягивает их FX некоторых непрозрачных элементов и FX спарков звездочек, которых много и видно потому. Как по мне, слишком много желейности в анимации, но для детского восприятия, а также на любителя, подходит. Фишки желейные, мягкие при падении. При разрушении не разлетаются на кусочки, а просто исчезают с легким FX спарков при матче. FX используется как базовый для многих FX для других предметов, но с небольшими изменениями. Бустеры. Все FX появления одинаковые, а сами бустеры появляются, увеличиваясь из центра, но появление из FX увеличения круга и лучей из центра и спарклами. Разрушение реализовано интересно, легко воспринимается воздушной волной с вихрями и без намека на огонь, который подсознательно ассоциируется с разрушением. Перед активацией бустер сначала раздувается, а потом уже запускается FX, но часто местами на светлом фоне становится засвеченным и теряется. В активации ракеты-бустер раздуваются и ракеты летят в противоположные стороны с FX воздушного шлейфа и вихрем со спарклами. FX шлейфа сделан интересно и прекрасное решение, как альтернатива огненным FX. Когда ракеты пролетели и FX шлейфа стал виден хорошо, на месте активации появляются FX вспышки лучей и спарклом в конце. Петарда и бомба реализованы по тому же принципу, что и ракета. Сделана FX воздушного плотного потока со спарклами в конце. Только петарда активируется по кресту, а бомба по кругу. Но FX с плотной, круглой, лучистой и большой вспышкой, которая растворяется с электрическими разрядами в центре. Все бустеры при активации создают FX визуальную иллюзию оптического искажения растягивания объектов шейдером. А соседние фишки тоже сдвигаются и немного искажаются от давления. Радужный шар появляется стандартно, но при активации FX увеличивается, открыв задвижки с электрическим разрядом по кругу, из которого вылетают прямые лучи радуги в фишки. Вокруг фишек FX кольца, которые, сжавшись, разрушают фишку FX лучистой вспышки соответствующего цвета. Показана хорошо подготовка бустеров перед взрывом при комбо бустеров. Комбо реализованы FX соответственно своему бустеру, но с более мощной воздушной волной и больше по размеру. Блокеры являются предметами, которые находятся над фишкой или вместо нее, которые нужно собрать со 2-3 матча. Анимация реализована мягко и плавно, как говорилось в начале. Падение фишек динамичное, мягкое, с выдержанной скоростью, с пружинистостью, каскадное. Полеты вместо сборки фишек или предметов созданы по прямой и имеют FX Trail из небольшого количества спарклов. Но в конце игры, когда появляются рандомно бустеры и после массовой активации летят стопки денег, то в FX Trail тут уже плотный светящийся шлейф. Заметно то, что больший акцент на FX поставлен в UI и PUP-UP, появление наград, их полет и сборка, что скорее всего на затемненном фоне реализовано и проработана интереснее анимация деталей. В данной игре приглушенные цвета в одной гамме, но в то же время и яркие тона. Задано положение переднего, среднего и заднего плана в положениях фишек, блокеров. Казуальность и объем хорошо переплетены с реалистичностью. Используется в легкой мере мягкость фишек при падении, но в то же время показана твердость объектов. Айдловая анимация бустеров динамичная, плавная, желейно-инерционная, индивидуальная. Активация бустеров учтена передача взрыва с огнем, дымом и так далее, благодаря чему видно, что взорвалось что-то из пиротехники, бомбы, динамита и так далее. Радужный шар же, как шаровая молния, обволакивает своим зарядом выбранные фишки. Двойные бустеры, кроме радужного шара, все проигрывается рядом, задевая соседние бустеры. Двойной радужный шар уничтожает все поле фишек. При взрывах бустеров происходит сотрясение игрового поля, как следствие реакции от взрывной волны. Фон игрового поля светлый, но в приглушенной гамме, что эффекты не засвечиваются на нем. Генерация радужного шара создается сбором большим количеством комбо-бустеров. В это место летят трейлы с партиклами разноцветного цвета, оттолкнувшись от упавших фишек. Фишки слегка желейные, но в то же время и плотные, разрушаются брызгами, уходя в альфу.
количество партиклов небольшое. Блокер-этапы разрушаются поэтапно, зависит от уровня. Может из первого этапа разрушиться все, а может и за 3 этапа. Трехэтапное разрушение показано послойно в переднем и заднем плане, чтобы передать объем. Разлетаются на основные пару крупных кусков и несколько мелких, чтобы не мусорить. На некоторых имеется айдл, а на некоторых нет. На льду, например, имеется мерцание и пар при тапе на блокер. Падение фишек динамичное, мягкое, с выдержанной скоростью, с пружинистостью, каскадное. Поп-ап появляется мягко, но в то же время и быстро, со скейлом и каскадным появлением предложенных бустеров. Все достаточно ненавязчиво и привлекает внимание периодическими бликами. UI. Появление наград и бонусов появляется и летит в бар с легким шлейфом и партиклами. Ненадолго задерживаются, чтобы партиклы и лучи проиграли цикл. Яркость этих эффектов подчеркивается методом затемнения фона. В игре происходит частое контактирование главного персонажа с игроком. Часто после выигрыша, когда Устин хлопает в ладоши, анимация затягивается и хочется ее тапом ускорить, но это не происходит в нужной скорости для игрока. Часто это вынуждает лишний раз ждать. С моей точки зрения, загрузочные листья и деревья перед началом игры матч 3 или лишние, или слишком затянуты. Имеются моменты в игре, которые можно было бы ускорить или сократить, но все зависит от личного восприятия. Достаточно реалистично старались передать эффекты. Достаточно яркая и эффектная игра, как раз и показывающая, как в книге описывается, все волшебство и магию. Фон за игровым полем темный и само игровое поле серое, что позволяет передать всю яркость эффектов. Анимации 3D не особо проработаны и порой даже деревянными являются, например, совы возле дома Поттера. Фишки очень яркие, плоские, с небольшой высотой, что видно по легкой тени на них. При матче во время перемещения фишка увеличивается и тем самым немного сдвигаются соседние фишки, что показывает их взаимодействие на поле. Они просто исчезают по скейлу в ноль под эффект, который незамысловатый с визуализацией магического удаления фишки. Бустеры. Создание бустеров происходит при помощи молнии. При матче фишек, которые генерируют бустеры, смещаются под эффекты свечения соответствующего цвета в место, где произошел матч. Молния попадает в место появления бустера, появляется эффект многослойных цветных партиклов с различающимися частицами электрического тока, а под этим ярким эффектом уже появляется бустер. По сути, анимации и генерации появления бустера нет. Айдл анимации бустеров обычная, линейная, больше проработана, где есть эффекты. Молния – неплохой эффект при первом нажатии на нее перед тем, как активировать. Как по мне, не сильно выполняет роль молнии, как ожидалось. Простой пролет по прямой светящегося кусочка с партиклами. Бомба, так же как и все бустеры, засвечены и из центра разлетаются крупные партиклы, уменьшаясь при разлете. Но под взрывом имеется затемнение, чтобы не было засвета. Интересно продумано остаточный эффект после бомбы, который как галактика со звездами вращается и взрывается, уже разрушая фишки на квадратные кусочки с вращающимися рандомно по сфере трейлами. Ключ. Генерируется так же, как и все бустеры. При активации его пробегают по поверхности партиклы эффекта и происходит рандомный полет на фишку, который под ключом уменьшается с эффектом Glow, а с ним и сам ключ также исчезает. Радужный мешок, вот он интересно и необычно придуман, не так, как многие привыкли. Принцип генерации непосредственно этого бустера такой же, как и у остальных. Но, прежде чем появиться этому мешку, на поле должна быть чернильница, которая как раз при активации волшебной палочки наполняется нужным цветом и разбрасывает капли по игровому полю, превращая разноцветные фишки в цвет, который нужно собрать. Эффекты упавших каплей на фишку простой и интересный, но достаточно крупно и наляписто. А второй фиолетовый эффект, что появляется после перекрашенной фишки, как по мне, лишнее. Сам по себе этот эффект хорош, но в больших количествах создает шум. Конечно, идея передавать волшебство и магию, но большое количество дымки, думаю, не в тему. Классный эффект – шлейф трейлы у летящих пузырьков. В игре эффект классный, но когда проходят матчи большого количества фишек и летят несколько молний фактически сразу, создается эффект бутерброда. Эффект матча фишек в бустеры, плюс сверху эффект действия самой молнии. Блокеры. Необычно и интригующе. Возможно, я не в курсе всего сюжета, почему именно эти предметы применены, но выполнение неординарное. Блок с бирюзовыми каплями – прикольный эффект разрушения, но опять же, происходит принцип бутерброда, что из-за наложения эффекта плохо читается. Коробка и лягушка в ней
Задумка классная, и интрига в том, что не знаешь, куда и когда она прыгнет. Уничтожение же лягушки тоже прикольное. В 3D, что создает впечатление того, что она отлетела от поля вверх в сторону игрока, проворачиваясь. Цветы и этапность раскрытия бутонов. Необычно тем, что взяли не простой цветок, а цветок-хищник по типу рафлезии. Анимация айдола уникальна тем, что зубы цветка периодически закрываются, а открываясь, из них вылетают листочки. Эффект при смене стадий, раскрытия бутона в одном кадре имеется, но смена на другой этап больше перекрывается самим эффектом. Крыса, для чего она, совсем непонятно. Видимо, сюжет книги того требует. Но персонаж выполнен слишком уж экономично с точки зрения полигонов, и появляется чувство подвешенности из-за отсутствия тени под крысой. Перья, коробки и так далее требуют накопления необходимых баллов или фишек, чтобы активировать взмах палочки, эффект вихря, поднимающий их вверх, который как раз в стиле волшебства и магии. Фасоль неожиданно так и массивно высыпается на игровое поле огромное количество фасоли, вызывает смешанные чувства. При матче летит много базовой фасоли, а основная, которую нужно собрать, большая и летит в бар. Светильники. Красиво выполнены, в изометрии неплохо смотрится. Эффект после взмаха палочки, когда фонари зажигаются и удаляются, очень прост, ненавязчив и приятно смотреть. Лед под фишками, блокерами или над, как по мне, стандартно поэтапно разрушаются, ничего особенного. Тапы не заморачивались над ними и в фишках простое подергивание. Падение. Быстрое, с передачей веса фишек, что они являются камнями. Очень круто сделаны салюты в конце игры при победе. Поп-ап. Появление быстрое, но вменяемое, чтобы успеть все разглядеть и прочитать. Эффекты вместе с ним тоже отлично выполнен, благодаря темным тонам на фоне и крупных элементах. Особенно эффект, когда хрустальный шар появляется или какая-либо награда. Много партиклов и трейлов в эффектах, которые создают иллюзию волшебства. В игре подобного плана, думаю, нужно чувствовать тонкую грань между нормой и перебором, так как слишком большое количество эффектов, наложения друг на друга создают непонятное впечатление и вызывают периодический вопрос: а что все-таки произошло? Специалист не смог долго играть в эту игру, слишком ярко и утомительно. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Первое впечатление, когда начали играть в матч 3, что хотели походить чем-то на игру Harry Potter by Zynga. Но ставка была на казуальность. Очень большой упор на волшебство и магию как инструмент в жизни персонажа. Интерфейс как бы темный, но едкий, яркий, вследствие чего эффект блекнет и засвечивается. Слишком яркие и вырвиглазные элементы в игре, что не есть хорошо, исходя из личного опыта, так как много белых засвеченных текстур и партиклов в эффектах сливается и становится огромным светящимся бельмом. В итоге ничего особо и не ясно, что должно быть красиво, а оно таки и должно быть красиво. Даже анимированный фон в игре не отвлекает от происходящего, как игровое поле перебором белого. Возможно, это такая задумка. Игровое поле и бэк. Мне, как эффект художнику, сильно резало глаз большое количество светящихся и плотно белых элементов. Сразу все теряется перед глазами и сложно сконцентрироваться. Не сразу понимаешь, что нужно сделать и где какие фишки, блокеры, бустеры или предметы, которые нужно собрать. Фишки. Разрушение легкое и не нагружает, это приятно. Полет их в бар, шлейф и трейлы тоже реализованы без фанатизма и не перегружены. Но вот их общая схожесть между собой путает, а цветовая гамма не продумана, чтобы можно было мысленно задать различия. Элементы бабочки. Когда уже поиграешь и привыкнешь, то все ясно понятно, а когда стоит только запустить первую игру с бабочками, первое, что в голове вопросительно: где бабочки? Второе, что это? Третье, когда уже матч был сделан и бабочка полетела, так это они и есть получается? Понятно. Шлейф при полете, как и у фишек, легкий без груза. Лисенок или предмет, который должен дойти до конца. Анимация персонажа прикольная, динамичная и интересная, что важно, но хотелось, чтобы он не так долго задерживался на дне, а полетел бы в бар ранее. Не очень есть желание присматриваться к анимации танца радующегося лисенка, когда он такой маленький. Бустеры. Появление их реализовано красиво и казуально. Видно, что методом вращения трейлов по спирали появляется бустер с партиклом мерцания. Молния. До активации, пока она находится на фишке, вообще не сразу ясно, что это, пока не тапнешь на нее. Вот сам эффект активации решен интересно, и не так, как у всех,
но почему-то она не разрушает фишки на куски, так как все-таки должна разрезать камни. Молний в камне несколько. Интересная задумка и решение, но опять все белое и засвеченное, а хочется, прям просится, хоть небольшую палитру цветов. Радужный шар – ничего особенного, не заморачивались над реализацией, лучи и эффекты разрушения фишки. Бутылочка палитра. Вот ее появление реализовано интересно, и эффект передает то, что происходит, сборка частей бутылки методом вращения, но опять за свет, а хотелось увидеть красоту во всей красе. Активация бутылочки. Эффектная. Тут уже нет засвета в эффекты, и видно, что трейлы с симпатичными партиклами-звездочками от нее разлетаются на фишки, которые через вращение превращаются в нужный цвет. Да, тут эффект затемнен и не засвечен, все видно, текстуры, режим трейл и так далее. При двойных бустерах эффект уже более внушительный с использованием шейдера искажения ударной волной, уже заметны цветные элементы эффекта. Эффект заморозить фишку в снежинку впечатляет. Думаю, большую роль сыграл темный фон коричневых ящиков. Также применен шейдер. Блокеры. Цепи стандартно разрываются на кусочки с небольшим эффектом вращающихся по сфере трейлов, что тоже сильно засвечено и плохо просматривается. Коробка. Более интересно разрушается, сначала активируется цветом нарисованный на ней цветок, потом классически на куски разлетается сама коробка с легким эффектом партиклов. А вот эффект появления камня, который скрыт в коробе, заметен уже под кусками разорванной коробки. Лягушка – форма, соответствующая камням, и, к сожалению, тоже теряется. При матче рандомно прыгает на две фишки. Что интересно, когда она прыгает уже на последнюю, то лягушка будто ныряет в воду, исчезает. А вместо нее эффект кольца, куда падает верхняя фишка и с эффектом шейдера волны. Появляется впечатление, что фишка сквозь воду прошла или умылась слегка волной. Попап не рвет и динамично все происходит. Падение мягкое, с инерционным подпрыгиванием, что странно для камней, так как они имеют вес и не должны так падать. Не могу сказать, на какую аудиторию рассчитано, но подобная контрастность и яркость очень садит зрение. Когда играл, лично заметил, что глаза в напряжении и устают быстро. Small Town by Rovia – игра по цветам и гамме ненавязчивая и не доставляет ментального дискомфорта во время игры. В анимации UI и других сцен используется желейный эффект, особенно при появлении поп-ап. Геймплей в общей своей цветовой гамме светловат, из-за чего эффект местами засвечен, но за счет темноватых тонов фишек и фона яркость эффекта читабельна. Цвет игрового поля с фишками, по моему мнению, слишком светлый. Не знаю, почему создатели игр так делают, ведь очевидно, что эффект с наложением свечения и применением цвета на светлом фоне абсолютно блекло и нелепо смотрится. Фишки просты, казуальны, по виду что-то среднее между плоским и объемным предметом, но данный подход только на фишках применен. Зато на блокерах применена плановость, передний и задний планы. При перемещении фишки применяется скейл и растяжение по инерции. При падении заметно растяжение фишек и проигрывается баунс с эффектом псевдо 3D. Создается иллюзия, что фишка в желейном стиле упала, подпрыгнула и покачнулась немного вперед к игроку. Эффект разрушения прост, предметов разрушения нет, а просто фишка через глоу исчезает и разлетаются немного партиклов звездочек по цвету фишки. Появление бустеров идентичны и не имеет эффекта анимации создания. При матче нужного количества фишек все они примитивно появляются из уменьшенного в сильно увеличенного и возвращаются в исходный размер, покачиваясь в процессе и, упав на клетку, поворачиваются с 3D эффектом. Анимация падения такая же, как и у фишек, с растяжением во время полета вниз и желейным баунсом. Ракета. Айдл анимация здесь имеется. 3D покачивание и вращение полос на цилиндре. Реализация активации простая, анимация динамичная, скорость не сильно быстрая и не медленная. В момент пролета деталей ракеты по обе стороны волнообразно и желейно смещаются фишки в противоположную сторону и обратно, с мягким баунсом. Эффект задерживает взгляд на спарклах и языках пламени в конце хвоста. Не очень хорошо и невыгодно смотрится эффект на светлом фоне игрового поля, засвечивается и воспринимается так, как пронесшее светлое пятно по горизонтали с огненным хвостом в конце. Мое личное восприятие было неудоменным, так как ожидалось, что цилиндр будет тоже применен в полете двух частей. Допускал даже анимацию, когда эта часть ракеты просто отлетает вверх, как бы в сторону игрока, а остальные части летят по обе стороны. Но ни одного, ни другого не было, что в итоге эффект воспринимается незавершенным. Бомба. Айдл покачивание 3D анимации в сторону игрока и эффект горящего фитиля.
Активация бомбы при старте очень сильно раздувается, что смещаются все элементы на игровом поле с применением шейдера искажения по волне каскадом. Это, как по мне, очень даже интересно смотрится и воспринимается так, что сейчас произойдет внушительный эффект взрыва. Потом бомба сразу падает в исходный размер, и параллельно уже эффект разлета кусков самой бомбы, вспышки и лучей взрыва, а после сразу взрывная волна с дымом в центре. Волна увеличивается по радиусу 2,5 клетки, а дым на одну клетку расходится и растворяется. Также до последнего кадра разлетаются кусочки бомбы. Смещенные фишки по сторонам в начале взрыва мягко баунсят и динамично становятся на свое место, после чего падают вниз, заполняя пустое пространство после взрыва бомбы. Заметил, что дым, скорее всего, секвенция, и применили сиреневую плотную подложку, чтобы эффект взрыва не терялся и не был засвечен. Самолет. Айдл анимация покачивания еле уловима. Активация запускает яркую подсветку клетки под самим самолетом, и в ту же секунду этот квадрат отключается и появляется разлет эффекта партиклов под самолетом, который до появления эффекта находился в неизменном виде на своем месте. Как только появились эффекты свечения и разлет искр, партиклов, кусочков бумаги, самолет начал полет по траекториям петлей, и эффект от двух красных шлейфов под крыльями подчеркивает и прорисовывает как раз траекторию полета. Но, к сожалению, они с наложением свечения и не плотные. Потому на игровом поле видно кусками то красные, то белые, то желтые. Когда самолет взлетает, происходит смещение шейдером фишек, которые не будут разрушены бустером, а разрушаются по одной соседней фишке по кресту. Место прилета самолета рандомное. Эффект в этот момент бело-голубой засвеченный круг с силуэтом самолета голубого цвета внутри, который увеличивается вместе с кругом и резко растворяется, оставляя небольшой эффект разлетающих частиц. Радужный шар. Айдл анимация сделана вращением вокруг своей оси, с бликами на цветных квадратах с разноцветным свечением по контуру. При активации шар подскакивает немного, выпускает эффектные лучи ломаной формы, которые отдаленно и в грубой форме напоминают молнию. Шар в этот момент обесцвечивается, увеличивается с цветными фрагментами и возвращается в исходный цвет, размер и положение. На этом этапе лучи уже достигли до фишек и начали их разрушение. В момент разрушения фишек над шаром и на местах самих лучей происходит эффект искажения шейдером по волне, и сразу же шар резко всасывает в центр клетки. Лучи практически уже исчезли на поле, но искажение шейдером их тоже касается. Комбо. Самолеты с другими бустерами особо ничего не меняют, просто при прилете самолета активируется комбинированный бустер. Бомба плюс бомба – двойное, более усиленное разрушение эффекта бомбы. Ракета плюс ракета – одновременно активация по вертикали и горизонтали. Самолет плюс самолет – 3 самолета летят. Бомба плюс ракета – активация по 3 ряда в горизонтальном и вертикальном направлении. Блокеры. Папка с документами. Эффект папки сначала засвечивается, потом сразу же разлетаются несколько кусочков папки и видна уже стопка документов. Эффект документов идентичен эффект папки. Ящик с динамитом. В нем 4 этапа разрушения, а 4 уже итоговый. На первом, втором и третьем этапах эффект ярко-желтый засвет с разлетающими 2-3 кусками ленты, а вот на 4 этапе крышка уже открыта и виден динамит. При активации происходит пульсация пару раз, ящик исчезает, и эффект взрыва – большая желтая и оранжевая лучистая вспышка с появившимся только дымом. Вспышка стала кругом и более темным, разлетающимся в стороны клуба дыма и улетевшими ракетами, с эффектом света, переходящего из черного в фиолетовый, и красный в конце с куском ракеты. Спасибо Степану за поддержку этого ролика. Если вам понравилось видео такого формата, то пишите, о чем еще разобрать, в каких жанрах и какой направленности специалист вас интересует. Спасибо за ваши лайки и поддержку. В телеграм-канале пишу еще много разных интересностей.